Есть такое выражение: когда ученик готов, появляется учитель. Я не учитель, я всего лишь ваш проводник, я ваш триггер, можете как угодно назвать. Я ваш проводник в мир исполнения ваших желаний. И именно об исполнении желаний в этом видео мы и поговорим. Вы находитесь на канале Magic Life. Меня зовут Ольга Скляр, и со мной исполняются желания. Ставьте обязательно свои сердечки в комментариях для энергообмена. Так работает энергия. И, конечно же, поддержание баланса во Вселенной – это главнее всего. Поначалу несколько моментов. Упражнение на 2 минуты мы обязательно делаем. Тема звучит следующим образом. Я обладаю достаточным количеством энергии для реализации всех своих желаний. Можно сказать, всех своих планов. Все здесь, то есть формулировка на ваше усмотрение. Я обладаю достаточным количеством энергии для реализации такого-то желания. Я обладаю достаточным количеством энергии для того, чтобы получить, и дальше называйте то, что вы желаете. Я обладаю достаточным количеством энергии для того, чтобы поступить в тот или иной университет. Я обладаю достаточным количеством энергии, чтобы увеличить свой доход в 2 раза. Я обладаю достаточным количеством энергии, чтобы жить и процветать в квартире своей мечты по адресу Лондон, Слоан-авеню 37. Да, то есть все, что вы пожелаете. Дальше я показываю идею. Вы ее работаете сами, над ней работаете сами. И, соответственно, я рисую на половинке А4. Вы видите, да, здесь просто, чтобы не испачкать стол. И начать я хочу со следующего. Я хочу найти на листе себя. И отчасти у меня, когда я работала над этим видео, когда у меня была подготовка, как бы я ни хотела, у меня все равно получалось вот так. Соответственно, если вы рисуете на листе А4, у вас может быть полный круг. А здесь, учитывая, что у меня, во-первых, половинка А4, учитывая, что у меня половинка, соответственно, здесь можно расценить это как восход солнышка. И, как вы видите, я сразу округляю все то, что только можно округлить. Круги идеальные мало кто умеет сразу рисовать. Сегодня у меня зашел так. Вот такая вот я чувствительная натура. У меня обычная гелевая ручка. Я пробовала рисовать маркером эту тему, именно эту работу. Получалось не то, что я хотела. Не было той эстетики и той красоты. Маркер, он все-таки слишком жирный. А здесь мы найдем. В этой работе, я вас сразу хочу предупредить, будет очень много заостренных углов при всем вашем желании их округлить. Если они будут, не пугайтесь. Я вам много раз говорила, самое популярное видео на канале — видео с треугольниками. Все боятся эту энергию, все боятся треугольников, все боятся энергии конфликтов. Треугольники — это в первую очередь энергия, которую в современном мире людям так часто не хватает. И вот она на листе я, и где-то внутри меня есть огромный шар. Есть огромный шар, и изнутри которого, из центра которого я наполняюсь сама энергией и наполняю энергией всех и вся вокруг себя. Мы начинаем проводить нейрографические линии, они не похожи сами на себя. Их очень много. И когда я провожу вот эти вот нейрографические линии, я спрашиваю себя, что наполняет меня энергией. Я начинаю вспоминать все те мгновения в своей жизни, все те моменты, которые именно наполняют меня энергией. Что меня наполняет энергией? Я безумно люблю жизнь. Я ее очень люблю. Дальше пойдет речь, наверное, о более материальных сторонах. И я думаю, каждый из вас
сможет найти свои, проводите нейрографические линии. Их будет очень много. Посмотрите, ведь все, что вы делаете в своей жизни, это все энергия. Даже деньги, которыми вы платите в магазине. Даже ваша улыбка продавцу в магазине. Даже ваша настойчивость, ваше желание стать лучшим на работе. Даже ваше желание порадовать своих детей – это тоже энергия. Даже ваш секс – это тоже энергия. Это колоссальная энергия. Круче энергии секса я даже не знаю, что может быть. И вот вы начинаете вспоминать все то, где вы как можно сильнее ощущаете вот эту вот энергию. Может быть, энергия радости, может быть, для вас главнее всего, и посмотрите, какая тут точка огромная образовывается. Ни один маркер вам не даст этого эффекта. Посмотрите, я безумно люблю свою жизнь. Я обожаю своего мужа и считаю его лучшим мужчиной во Вселенной. Я безумно люблю своего ребенка и отдаю ему максимум своей энергии и выкладываюсь на 1000%, когда он со мной. Каждая линия – это частичка меня, это то, куда я отдаю свою энергию. Я отдаю безумное количество своей энергии вам, мои дорогие подписчики. Именно поэтому я вам говорю, ставьте свои лайки, ставьте свои комментарии для энергообмена. Куда у меня еще энергия уходит? А знаете, как показала практика, я очень люблю курьеров. Я их безумно люблю, я с ними всегда очень вежлива. И я им оставляю огромные чаевые, по мнению моего мужа. Ну, к вопросу о том, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Получаю я в своей жизни много, показывает практика. Помните это видео о том, что набираем линии, вспоминая то, что заряжает вас энергией, то, где вы отдаете свою энергию, то, где вы получаете свою энергию. Из центра вашего сердца, можно так сказать, из центра вашей души. И вот мы проводим эти линии, посмотрите, их очень много. Энергия, она безгранична. Все, что наполняет нашу жизнь, это безграничное количество энергии. Те же деньги – это энергия. Сами по себе денежные купюры – это просто бумажки. Кто не смотрел шортс, посмотрите обязательно. Это просто бумажки с красивыми, такими любимыми нам изображениями. Намного важнее то, что деньги – это в первую очередь энергия. И я очень люблю деньги. Я щедро делюсь всегда деньгами с другими людьми, и мне приходит очень много денег в ответ. И вот эту же денежную энергию я ее сразу пускаю в энергооборот. Посмотрите, пожалуйста, какое огромное количество линий. И теперь, соответственно, мы начинаем округлять все эти линии. Округляем, стараемся так, чтобы мы прочувствовали всю эту нашу энергию. Будет очень много незаостренных углов. Я вас сразу об этом предупредила. Я думаю, что те, кто смотрит мой канал, знают, что я этих углов не боюсь. Острые углы, да, многие считают, что это энергия конфликта, но это энергия движения вперед, энергия, которая заставляет вас двигаться, а не сидеть на месте, не сидеть на диване. Что исполняет наши желания? Когда вы переполнены энергией, посмотрите, у меня достаточно много линий, мне хочется даже еще раз провести. Мне хочется еще провести линии. Линии могут пересекаться, линии могут сходиться и расходиться. Все остается на ваше усмотрение. Слушайте себя, я показываю просто идею. Что такое для меня нейрографика? Для меня это творческий метод. Во-первых, нейрографика безумно успокаивает. На нее подсаживаешься, на нее реально подсаживаешься.
она занимает какое-то время. И для меня нейрографика сродни медитации, потому что те люди, которые не умеют медитировать, по их мнению, разумеется, потому что после медитации вам кажется всегда, что вы что-то делаете не так, но после нее ваше состояние и вы сами меняетесь. А это именно то, что вы должны достигнуть в процессе медитации. Другого измененного состояния. Вы должны стать добрее, вы должны стать лучше. Вы должны направлять все мысли внутрь себя. И самое главное, когда вы начинаете отслеживать все свои мысли, все свои чувства, ваша жизнь, и не позволять, разумеется, какому-то негативу проходить вашу жизнь меняется волшебным образом. Почему такое происходит? Когда рождается человек, он абсолютно чистый, как был этот чистый лист бумаги. И ничто не мешает ему исполнять его желания. А дальше мы, взрослые, начинаем говорить: а вот это нельзя, а вот так не надо, а вот так не подходит. В итоге что по итогу получается? Человек с огромным количеством проблем, и номер один из тех людей, кто должен обязательно обратиться к психотерапевту. Если вы у них были, это классно, и разобрались со своими вопросами, со своими проблемами. Но дети не просили вас их рожать. Точно так же, как у меня дальше уходят у листа линии. Вы видите то, о чем я вам говорила. Ну, во-первых, у меня лист, чтобы просто не испачкать. Если вы хотите, вы можете дальше их вести, если вдруг вам так хочется. Но мы сейчас просто округляем те линии, которые мы с вами набрали. Соответственно, человек рождается, и все программы, то, каким он становится, в нас складывает, безусловно, родители и общество. Очень классно, если у этого ребенка, у этого человека, у вас или у кого-то там еще счастливые, богатые родители со здоровой психикой, но в большинстве своем это не так. Соответственно, откуда будет огромное количество энергии у человека, который не знает, как ее накапливать, как это делать, и ну вот вообще ничего не знает. Любые наши желания исполняются исключительно на уровне нашей энергии. И чем большим количеством энергии вы обладаете, чем больше вы наполнены в своей жизни радостными какими-то событиями, радостным ощущением счастья, тем быстрее исполняются ваши желания. Это закон жизни. Тут даже нельзя по-другому сказать, тут нет другой формулировки. Исполняет желание не волшебный джин, не кто-то, а исключительно вы сами. И, конечно же, несколько законов Вселенной. Я спросила мнение своего мужа на тему: а как ты думаешь, вот чем ты счастливее, тем больше денег ты получаешь? Он сказал: ну, наверное, да, но вообще у меня работает это как? Чем больше денег я отдаю, тем больше денег я получаю. И чем больше я получаю, тем больше я начинаю отдавать. Почему так происходит? Ну, во-первых, когда он отдает деньги, он их отдает не жадничая, а с искренней любовью, например, там, помощь родителям, да, и желанием позаботиться о любимом человеке. И здесь то же самое, когда вы испытываете огромную благодарность какому-то человеку, будь то даже у меня любимые курьеры. Вот честно, я к курьерам отношусь, у меня любовь к курьерам на втором месте после любви к моей семье. Наверное, это так будет правильно звучать. Я с ними всегда безумно вежлива, я им всегда пытаюсь помочь, я им всегда пытаюсь объяснить, куда им пройти, как правильно добраться, чтобы люди ни в коем случае не испытывали дискомфорт, даже там
готова ждать и не прикладывать никаких санкций, не вносить, да, к их работе. С одной стороны, я к этому отношусь как, ну, потому что я сижу дома, а ты там ездишь по городу, да, и пытаешься мне что-то довести, пытаясь заработать. Это круто, это классно. Он не сидит дома, он не бездельничает, он пытается мне что-то привести и на этом заработать. Вот. И я к ним испытываю искренне, я просто пытаюсь с вами поделиться теми чувствами, которые я испытываю к курьерам. И я им искренне благодарна за то, что они там, условно говоря, в минус 10, в минус 5, они сидят дома, а едут ко мне домой и максимально быстро стараются привезти мне то, что я хочу, то, что мне необходимо. Работу можно продолжать, как вы хотите, на ваше усмотрение. Карандашом этот рисунок получается безумно красиво, невероятно. И, соответственно, я обратила внимание, много раз обращала внимание. Даже когда мне было 17 лет, и не было денег совсем, я тоже на это обращала внимание. Два момента, от чего исполняются желания и приходят деньги. Желания исполняются на уровне вашей энергии. Вы должны доставить себе удовольствие. Как только Вселенная и ваша энергия запомнит, что это вам доставляет удовольствие, доставляет неимоверную радость, вы получаете фантастическое наслаждение, вам приходит еще больше денег. Это первый момент. А второй момент. Чем больше денег вы в своей жизни отдаете, тем больше денег вы в своей жизни получаете. Но отдать нужно именно не с целью получить, а отдать нужно в плане благодарности. Во-первых, свою энергию, свою искреннюю благодарность, свои искренние чувства благодарности. Я вам много раз говорила, что моя любимая тема, если мне вдруг очень хочется денег, а мне их часто очень сильно хочется, просто вот я хочу, чтобы я сидела на диване и мне принесли деньги. Такое тоже бывает. Пришли на карту, как угодно, в любом, учитывая, в каком веке мы живем, чаще мне их приносят на карту. И это совершенно неважно, в каком виде вы хотите, чтобы вам их доставили. Если вы хотите срочно денег, пойдите и потратьте эти деньги сами. Но вы должны их потратить. Закажите курьера, я вам много раз это говорила. Закажите курьера. Оставьте ему щедрейшие чаевые. И вам меньше, чем за 24 часа придет сумма, намного больше превышающая ту, которую вы только что потратили. Вы можете сделать также себе огромный подарок. Что вам дает вообще любая ваша покупка? Любая ваша покупка, безусловно, вызывает у вас какие-то эмоции. И здесь не надо жадничать, особенно на себе. Когда вы начинаете жадничать на себе, когда вы начинаете жадничать по отношению к своим детям, вы обречены на провал. А вот когда вы щедры к своим детям, к своим любимым людям, к своему любимому мужчине, и вы обречены на успех. Я рисую очень быстро. Моя задача донести вам просто идею, что я вам хочу сказать. Даже когда в те времена, когда все знают уже историю о моих туфлях, когда я жила в съемной квартире в Москве, мне нужно было платить за квартиру, а я влюблялась в туфли, шла их покупала и знала, что Вселенная поможет. Вселенная всегда мне помогала и приносила мне деньги на оплату квартиры.
Но вы, я думаю, все понимаете, что это было абсолютное доверие Вселенной. Человек, который не подготовлен, не может просто так взять, к сожалению, в большинстве своем и довериться. И это очень большая проблема. Но как только вы начнете доверять своей Вселенной, как только вы начнете доверять своей жизни, все ваши желания будут исполняться по взмаху волшебной палочки. Та энергия, которой вы делитесь с другими. Энергия благодарности, энергия щедрости, энергия радости, энергия любви к жизни. И опять же, в первую очередь любовь. Любовь к деньгам, любовь к людям, любовь к этой жизни. Вот это вот все, оно наполняет вас энергией. Когда вы наполнены энергией, что происходит с вами? Вы начинаете сиять, вы начинаете порхать, как бабочка в этом мире, и притягиваете в свою жизнь, может быть, вы замечали, когда вы абсолютно счастливы, и вдруг о чем-то подумали, это моментально происходит. Волшебство, какое-то чудо, могли подумать вы, ведь вы так счастливы, вот вся Вселенная отвечает вашим ожиданиям. На самом деле нет, что бы вы в тот момент просто не пожелали, у вас был такой уровень, такой высокий уровень энергии, что бы вы в этот момент не пожелали, у вас бы все исполнилось. Независимо от того, пожелали вы там тигра с барабанами встретить или медведя, или же вы пожелали бы счастливо жить с любящим мужем в роскошной там квартире на берегу Индийского океана, например, да? Или же вы пожелали бы получить высокооплачиваемую должность в компании вашей мечты, например. Только уровень вашей энергии определяет то, как быстро ваши желания исполнятся, исполнятся ли они вообще. Именно поэтому в этой работе можно иметь очень много незаостренных углов. Не то чтобы очень много, старайтесь их округлить, потому что там, где есть круг, там есть гармония. Обратите внимание, сколько пересечений здесь есть в этой работе. Их безумное количество. Вы их все не сможете округлить чисто физически, хотя бы потому, что если вы все округлите, мое мнение какое? Можно быть каким угодно шикарным генератором идей, но лежа на диване вы ничего не сделаете. Вам нужна энергия, чтобы встать, поднять свою попу и исполнять свои желания. Потому что без действия не исполнится ничего. Обязательно нужно действовать. Нейрографика, как и любая другая практика, как любые аффирмации. Ну, аффирмация это вообще несколько другое. Они меняют установки ваши подсознательные в вашей голове. Именно те, которые не позволяют вам поднять свою попу с дивана, если вдруг вам очень лень. Работу можно крутить, если вам удобно. Это установки, которые как раз-таки не позволяют вам поднять свою попу с дивана и пойти исполнять ваши желания. Что такое треугольники в нейрографике? Треугольники для многих это энергия конфликта. Ну, знаете, как я к этому отношусь? Боитесь, бойтесь дальше. Разумеется, если вы будете там лежать на диване и спорить, а я не пойду сегодня, а вам вот вся Вселенная говорит, да тебе надо, да ты что, вот у тебя желание исполнится, вот у тебя встреча, тебя там на должность, например, назначают. А вы говорите, а я не пойду сегодня, я буду лежать. Тогда, конечно, вам прилетает по голове. Все, что я вам даю, вам не может навредить. Навредить вы можете себе только сами, своими мыслями. Я за любой способ исполнения желаний. И самым первым способом таким исполнения желаний в моей жизни, это был, конечно же, фэн-шуй. Потому что как бы мы ни старались, нужно жить в гармонии с окружающим миром. И фэн-шуй как раз-таки нас этому учит. А хотя бы ответьте себе на вопрос. Я давала формулу богатства.
Сколько из вас уже, вот несколько дней прошло, сколько из вас ее себе поставила? Одна из наших квартир, которую мы сдаем, там живет семья, и изначально, когда мы сдавали эту квартиру, мне муж сказал, что не стоит оставлять какие-то следы фэн-шуй в квартире. Ну, мало ли, люди разные бывают, ты там это любишь. Я к этому адекватно отношусь, но не все. Что вы думаете? Я пришла в квартиру и видела, что квартира обставлена точно так, как я и изначально ее обставляла сама, когда мы еще там жили вот 6 лет назад. То есть все люди все делают. Просто это тайна, в которую никто не хочет кого-то посвящать и кому-то что-то рассказывать, потому что когда у людей исполняются желания, когда они нашли этот ключ к успеху, во-первых, они очень боятся спугнуть вот эту вот волну удачи, волну радости. Но если вы поймете, что... Так, извините, я ногой задела лампу. Но если вы поймете, что это никакое не чудо, что это норма вашей жизни, ваша жизнь превратится в сказку. Все практики, которые я даю, очень рекомендую. Никогда, ни в коем случае не хранить в себе обиды, потому что они вот этот вот уровень вашей энергии как раз-таки уменьшают, понижают. И обратите внимание, сколько линий у меня и сколько линий у вас. Как много. Их просто бесчисленное количество. Если бы я рисовала на А4, я думаю, эта работа заняла бы несколько часов. А наша с вами задача просто посмотреть идею. Любое ваше рисование, неважно, нейрографика это или просто, может быть, вы художник, вы занимаетесь искусством, вы любите, например, картины повесить у себя дома. Обратите внимание на то, какие картины у вас дома живут. Потому что все, что вы повесили у себя дома, особенно то, что вы нарисовали сами, вы в это вложили свою энергию. И то, что нарисовано на рисунке, который вы сами изобразили, вот в данном случае вы вложили сюда смысл. Вы наглядно увидели, как много энергии вы в этот мир излучаете. Огромное количество энергии вы в этот мир излучаете. И вот посмотрите, я вам все время говорю, как сильно я люблю деньги, как я их обожаю. И когда я наполнена энергией, что я сразу получаю? Если вы... я даже проводить не буду сейчас. Видите? Вот он круг. И здесь говорит только ваше подсознание, о чем говорит вам ваш ресурс, который у вас вдруг появился. Вот, видите, еще один ресурс, который у меня появился. Так вот, проводя вот этот ресурс, я себе говорю, что чем больше я наполнена энергией, прям вот находясь на пике, тем больше денег я в своей жизни получаю. Знаете, можете как угодно меня считать, но я не из тех людей, кому повезло родиться в счастливой семье миллиардеров. И отношения с родителями были достаточно сложные, с родителями, точнее, да. И поэтому, да, я в своей жизни четко решила, что деньги я люблю больше всего в галактике. А уже после того, как появилась моя собственная семья, я поняла, что я их очень люблю, и их я люблю больше денег. Но опять же, заметьте, все фразы, которые я произнесла, они наполнены любовью. Я везде сказала «я люблю». И именно любовь – это та сила, которая дает нам возможность иметь все то, что мы только пожелаем. И вот спрашивая себя дальше, а что мне еще дает вот это вот огромное количество моей энергии, которую я излучаю, даю людям. И даю людям.
Я не знаю, про что мне говорит этот круг, но я хочу его отметить. Наверное, какие-то мои глобальные планы по изменению мира. В любом случае, может быть, это может быть также какой-то... Это может быть также какой-то нюанс в плане моих инвестиций, денег. То есть, чем больше я вот... Знаете, многие люди филантропы. Я тоже очень люблю помогать. И здесь очень важный момент. Когда вы помогаете... Неважно здесь животным, да, людям, детям, вам приходит очень много взамен. Я очень много помогаю, ну, помимо всех яги, которые я заказываю, да, и всем коровам в Индии. Знаете, здесь мне даже не как филантропство, мне кажется, это то, что я не знаю, что получу. Но я очень сильно этому обрадуюсь, потому что посмотрите, какой огромный ресурс появился. Мне надо подумать, о чем он мне, про что он мне. Потому что все деньги, которые я получаю, я не могу сказать, что я сижу как жлоб, напихав их в мешок и не тратя. Нет, наоборот, если у меня появляются деньги, я их трачу, и, поверьте мне, трачу до последнего. Ну вот он, пришел мой любимый. Вы все знаете, что я люблю треугольники. Что мне это говорит? О том, что у меня энергия всегда зашкаливает. Мне этот треугольник говорит о том, что чем больше энергии своей я отдаю, тем больше я ее получаю в ответ. В каких-то материальных эквивалентах. Все, что я отдаю, я получаю в ответ. И действительно всегда безумно щедра с курьерами. Курьеров я очень люблю. Меня даже все дома удивляются, как можно быть такой вежливой с курьерами. Обычно на них все кричат, и курьеры всегда знают, когда появляется заказ, что они идут ко мне. Они мне потом даже говорили, как-то рассказывали о том, что все стараются взять мой заказ. Что ж, цвет. Мне очень хорошо от этой работы, мне очень комфортно. Я увидела, что я не какая-то жучка. Я очень щедрый человек. И знаете, бывают моменты, когда очень хочется просто взять, полежать, ничего не делать, и в этот момент я получаю деньги. Оказывается, вот почему я их получаю, потому что даже в те дни, когда я ничего не делаю, и мой телефон отключен, что бывает крайне редко, но все же бывает. Я всегда получаю свое. Я всегда получаю благодарность за все, что делаю, за все то, что делюсь. Когда вы благодарны за все то, что вы имеете в своей жизни, за все то, что вы получили, благодарны искренне от всего сердца, особенно если вы за это платите деньги. Например, может быть, вы дополнительно оставляете чаевые консьержам в вашем доме. Может быть, вы получаете какие-то знания извне, и кроме оплаты там какого-нибудь курса оставляете своему учителю чаевые. Какая разница куда? Главное, чтобы вы получали удовольствие, главное, чтобы были эмоции. Когда у вас есть эмоции, хотела взять желтый какой-то, пришел мой
будет розовый. Когда вы получаете те эмоции, что происходит? Я вам не говорю, что надо... У меня энергии очень много. Видимо, незаостренные углы сказываются. Когда вы получаете огромное количество энергии, когда у вас зашкаливают эмоции, что происходит? Вы наполнены, вам хочется делиться, вы в этот момент щедры. Когда вы делитесь своими эмоциями, что происходит? Когда вы щедры в отношении там, других людей, в отношении там, себя, своих близких, что происходит? Вселенная видит, ага, он такой щедрый, он такой благородный. Я дам ему еще больше поводов для щедрости, я дам ему еще больше поводов для благодарности. Именно поэтому я ему говорю, ставьте хотя бы сердечки в комментариях для энергообмена. Так работает энергия. Многие вам скажут, заплатите, так она работает. Да, они правы. Заплатите, и так энергия работает. Потому что деньги, по сути, самая чистая энергия. Но возможности у всех разные. Я даю на своем канале то, за что другие просят вас заплатить. И многие люди, опять же, почему, да, там многие говорят, я не хочу тратить свою энергию, свое время на тех, кому не надо. Потому что многие люди, когда видят, что что-то там бесплатно, они посмотрели и не делают. А те, кто делают, их единицы. Знаете, очень удивительно получается, очень много, очень какая-то такая, даже тяжесть наблюдается, но это из-за цвета. Но в целом мне очень нравится, как все это выглядело в черно-белом варианте. Соответственно, архетипирование. Что вы показываете? Когда вы объединяете огромное количество фигур одним цветом, видите огромное количество ячеек, да, так будет правильней, вы показываете своему подсознанию, что вы видите картину в целом. Ведь очень часто люди имеют безграничное количество возможностей, точнее, все люди имеют безграничное количество возможностей, но из-за того, что они смотрят под узким каким-то углом, узкий радиус взора, я не знаю, как сказать, да, по-русски, они не видят то, что можно еще взять. Так берите, смотрите, смотрите, сколько всего есть у вас в жизни. Меня сейчас энергия переполняет. Конечно, ну как может быть по-другому, если мы работаем с вами с энергией? Мне, правда, непонятно, почему она такими цветами ко мне пришла. Но здесь я хочу взять... Очень хочу взять зеленый. И обязательно проходитесь по всем соединениям цветом, которые у вас были. Если не нравится работа, вы всегда можете все изменить, добавить цвета. Именно поэтому очень часто говорят, надавите на карандашик сначала послабее. И вообще моя энергия какая? Она достаточно многослойная. Мне очень непривычно, что здесь вот именно в таком варианте пришел цвет розовый, поэтому я его хочу заменить на красный. Имею право, если вам что-то не нравится в своей работе, вы это просто меняете. Более того, вы все всегда можете наложить побольше цвета, вы все всегда можете перерисовать.
На самом деле это очень какие-то яркие карандаши, они мне дико непривычные. Но здесь я хочу здесь я очень хочу прям отметить, насколько многослойная эта работа и все свои чувства. В любом, всегда вот выкладывала еще один шортс. Если вы хотите получить денег от 3 до 10 раз больше, чем только что потратили, пойдите и доставьте себе удовольствие. Сходите на массаж, купите себе икры. Да все что угодно себе купите, лишь бы удовольствие получили. Но не так, чтобы объесться и потом стало плохо, да? А именно, чтобы получить удовольствие. Потому что когда вы получаете удовольствие, ваша энергия, ваше тело, все ваше состояние запоминает о том, что это хорошо. Это так классно. И вам на вот это вот все дадут еще больше денег. Но если вдруг вы пожадничали, мои дорогие, когда человек жадничает, у вас отнимают не только то, что у вас было или есть, у вас отнимут все. Будьте щедрыми, будьте благодарными. Благодарность – это великий множитель, и деньги – это самый легкий способ быть благодарным. Вы представляете, сколько жизней вы переворачиваете у курьеров, у мастеров ногтевого сервиса, у стилистов ваших, да, у официантов, у которых зарплаты исключительные, чаевые, да. Сколько жизней вы переворачиваете, когда вы оставляете такие щедрые чаевые, например. Вас в жизни Вселенная не отправит в ресторан, который вы не сможете оплатить. Посмотрите, как много слоев в этой работе. Как мне это откликается, как я говорю себе, то есть я наглядно вижу, что любой мой поступок ведет за собой какие-то действия, любая моя мысль, любое мое движение. Что происходит? Когда я кому-то благодарна, мне приходит безумное количество благодарности в ответ. Я думаю, вы сейчас удивитесь, но это так. Это черный цвет. Любая мысль несет в себе последствия. Любая мысль, ваша мысль, либо поднимает вас в уровень вашей энергии просто на фантастический уровень, где вы богаты, где вы успешны, где все прекрасно и лучше быть не может, и где вы начинаете жить как в сказке, исполнять желания силой своей мысли. Или же не износитесь в преисподней. Когда вы кому-то благодарны, что происходит с вашей энергией? Она поднимается. Когда вы чем-то недовольны, вы ушатываете уровень своей энергии в ноль. Когда вы хотите вдруг исполнить какое-то свое желание срочно, что нужно сделать? Пойти и наполниться. Пойти наполниться как? Позаниматься спортом, дыхательные какие-то практики, пойти в тот же Selfridges, в ЦУМ, самый дорогой магазин вашего города, и наполниться энергией, богатства, попримерять одежду, там, я не знаю, насладиться эстетической красотой бриллиантов самого дорогого ювелирного магазина, который у вас только есть в городе. Все что угодно. И вот так исполняются желания. Когда вы горите, когда именно вот такая многослойность, когда вы не можете понять,
как все происходит, потому что это же чудо какое-то, волшебство какое-то. Вот такая работа у меня сегодня получилась, очень многослойная, очень сильная. Ну, по мне она, правда, очень сильная. Я вижу, как я, переполненная любовью, с кристальной какой-то чистотой, добротой, синий цвет для меня именно это ассоциирует. Распространяю вокруг себя безумное количество энергии. И вот именно уровень этой энергии исполняет мои желания, особенно материальный. Как вы видите, что зеленый кружочек здесь не настолько многослоен и не так много новых нейронных соединений, как здесь. И энергия, которая у меня всегда зашкаливает, которая всегда толкает меня вперед, толкает меня вверх, толкает меня в будущее, которая дает мне силы жить. Я хочу провести линии поля. Дорогая Вселенная, я сделаю все, что от меня зависит. Теперь дело за тобой. Исполнить все мои желания. Видите, у меня здесь линии поля пошли все из одной точки. Как будто бы из центра меня. Когда линии поля, это линии, когда мы говорим, это линии силы, это когда мы говорим нашей Вселенной: дорогая Вселенная, ну вот я сделала все, что от меня зависит, пожалуйста, исполни мое желание. И она, конечно же, приходит на помощь и исполняет ваши желания. Что дальше? Фигура фиксации, как ее проще всего почувствовать? Проще всего ее почувствовать своей ручкой. Закройте глазки. И почувствуйте, где горячо. Помните, что я вам говорила про этот круг? Деньги. Люблю их до кончиков своих пальцев. Округляйте все пересечения. Я уверена, что у вас будут... У меня здесь очень... редко у меня бывают такие работы, вы сами меня знаете. Округляйте все пересечения. Что хочется сказать? Неожиданно, многослойно, ярко. Есть о чем подумать, и я об этом буду думать. Я наглядно увидела, что именно вот такая я маленькая, какие огромные желания я могу исполнять уровнем просто своей энергии. Той энергии, которую я дарю людям, той энергии, которую я излучаю в этот прекрасный мир. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а кто хочет поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, все реквизиты вы найдете в описании. Я вас всех обнимаю, хорошего вам дня!